Мой внешний вид может говорить о том, что я обитаю где-то на теплотрассе или только что вышел из вытрезвителя, но это не так. Я всего лишь подготовился и оброс шерстью, потому что сейчас мы будем распаковывать и тестировать самую новую модель роторной бритвы от бренда Inchain. И, кстати, это самая дорогая бритва в линейке продукции Inchain. Вот так выглядит наша упаковка, и по ней так сразу не скажешь, что здесь находится бритва, потому что нарисован какой-то мужик, какой-то геймпад, машинка, фотоаппарат, написано Big Player, и единственное это бренд Inchain. И надпись, которая гласит: мужики рождены, чтобы быть игроками. Модель называется Mocha S. Из того, что я смог перевести, заряжается бритва от разъема USB Type-C, время зарядки 1,5 часа, уровень защиты IPX7, то есть поддерживается влажное бритье. Также я знаю, что от одного заряда на максимальной мощности бритва способна проработать 85 минут. Так, слушайте, ну открывается она точно по красоте. В комплекте у нас вот такой конверт. Внутри конверта находится инструкция. Инструкция на чистейшем китайском языке, английский язык отсутствует. Снимаем пластиковую защиту, наша бритва, кабель Type-C для подзарядки и щеточка для очистки бритвы. Так, более в комплекте ничего нет. Ну, собственно, упаковка мне реально понравилась, прикольная. И вот так вот, собственно, выглядит наша бритва. И, честно говоря, я не могу понять. Сижу вот и думаю, что она мне напоминает, да, то есть какую-то игрушку специальную, либо какого-то человечка, или что это. Напишите, какие у вас ассоциации при виде вот такой вот бритвы. Честно говоря, эта бритва не особо тянет прямо на премиальную, потому что качество пластика, как по мне, достаточно бюджетное. Корпус состоит из двух частей, это матовый пластик и глянцевый пластик. Спереди у нас находится клавиша включения и выключения. Если горит красный индикатор, это значит, что у нас осталось 10% заряда. Если индикатор белый, значит все нормально, можем дальше пользоваться. А далее у нас имеются вот такие вот обозначения. N это нормальный режим работы, XS это турбо режим работы. Далее режим блокировки, это если вы где-то берете бритву с собой в путешествие, там кинули в рюкзачок, чтобы, собственно, она случайно не включилась, есть режим блокировки. И капелька означает то, что пора почистить бритву. Если капелька загорается, она говорит о том, что лезвия забились и необходимо бритву чистить. Далее у нас имеется поворотный механизм. Это для того, чтобы, собственно, лучше проходить по участкам лица, чтобы лучше повторять все изгибы. Снимаем защитный колпачок, и здесь расположились двуслойные 4D лезвия. Кстати, их легко можно купить уже отдельно на сайте продавца. А вот насколько точно данные лезвия могут повторять контур лица. То есть у нас есть внутренний прогиб и дополнительно пружинит в разные стороны, проваливается каждое лезвие. Также все это дело у нас снимается. Если что, легко можно почистить. Здесь находятся достаточно мощные магниты. Все это магнитится, то есть легкий вообще доступ, никаких проблем. Также особенность этой бритвы в том, что при низком уровне заряда бритва все равно будет работать на мощном режиме работы, благодаря какому-то супер-мега чипу. Давайте включим, послушаем, как она работает. Это нормальный режим работы. Для того, чтобы перейти в турборежим, удерживаем клавишу включения-выключения. Загорелся турборежим. Ну что, собственно, не зря сейчас зарастал. Давайте перейдем к тестам. Очень интересно, как она будет брить. Ребят, еще один важный момент. У меня очень сильно чувствительная кожа. И даже при использовании какой-нибудь обычного станка от Gillette с 5-7 лезвиями, при использовании какого-нибудь геля, либо там дорогого масла, у меня всегда после бритья сильное раздражение. Поэтому у меня на канале есть обзор вот такой вот бритвы Philips One Blade. Это моя сейчас постоянная бритва. И что интересно, даже при сухом бритье этой бритвой у меня нет раздражения. То есть вот эта бритва меня полностью устраивает. Если кому интересно, можете посмотреть обзор на канале. Поэтому требования к вот этой бритве точно такое же. Сейчас я предлагаю сразу ее протестировать на турбо режиме. И надеюсь, что у меня раздражения не будет. Турбо режим.
Ну, вы знаете, могу отметить, что на турбо режиме она волосы не дерет. То есть мне не больно, дискомфорта никакого нет. И вот я сейчас побрился руками, очень-очень гладкая кожа. То есть реально как после какого-то обычного станка. То есть ничего, приятное ощущение достаточно. Вообще кожа гладенькая. Я, честно скажу, я таким форм-фактором не пользовался бритвы. Первый раз пользуюсь, но приятное ощущение, она достаточно неплохо повторяет контур лица, мне нравится. Давайте сейчас запустим обычный режим работы и, собственно, вторую щеку я попробую побрить уже в обычном режиме, посмотрим, будет она драть волосы или нет. Так, побрил вторую, собственно, щеку, ну, может быть, не до конца, но тоже достаточно бреет она гладко. Но местами было такое ощущение, что местами, знаете, как подвыдирало волоски. Но это вообще ни разу не критично. И сразу такое сравнение, если вы никогда не пользовались такой бритвой, а брились вот как я, Philips OneBlade, либо обычным станком, да, то есть за счет того, что здесь большая головка, зона охвата бритья очень большая получается. То есть буквально там несколько движений, хлоп, и я уже все снял. Неплохо. Так, собственно, теперь усы и челюсть предлагаю все-таки добрить уже в турбо режиме. Итак, друзья, побрился я, собственно, буквально за 5 минут, и, как мне кажется, не имея опыта работы с таким форм-фактором, с такой бритвой, да, мне кажется, я неплохо справился, как на первый раз. Бреет она как в турбо режиме, так и в нормальном режиме хорошо, вообще гладенько, как обычным станком побрился, прям гладко-гладко. Я специально сейчас не умывался, не носил никакой крем, ничего, то есть вот посмотрите, никакого, в принципе, у меня раздражения, ничего нет. Единственное, когда я брился, вот в зоне усов, да, немного были места, где мне казалось, что она подщипывает, но и то, мне кажется, потому что я когда не так губы складывал из-за вот этой форм-фактора, да. А в целом бритва мне действительно понравилась. Единственный ее минус это то, что такой недорогой пластик, да, такой бюджетненький, ну и неплохой, и нет триммера. То есть мне пришлось уже отдельно своей бритвой, допустим, добрить там уже персики. Но форм-фактор неплохой, он необычный, он отчасти смешной, но бритва действительно удобная, то есть в руку ты ее берешь и там погнал, то есть неплохая, короче говоря, бритва. Ссылка на нее, конечно же, будет в описании под видео. Если у вас какие-то остались вопросы, задавайте их в комментариях. И, собственно, можете также подписаться на мой канал и подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую ссылки на товары, на которые уже есть обзоры на канале, на товары, которые в пути на обзор. Собственно, я опубликовал ссылку на эту бритву, вот она подъехала, вот на нее обзор. И также я там оставляю ссылки на товары, которые меня, ну, очень чем-то заинтересовали. И есть шанс, что они действительно попадут ко мне на канал, попадут ко мне на обзор, поэтому есть смысл подписаться на телеграм-канал. В общем, по 100 ссылок в день я там не публикую, трусы, носки вы там не найдете, только лишь что-то интересное, и в основном это всякие гаджеты и электроника, ну иногда какие-то промокодики бывают, так что есть смысл подписаться на мой телеграм-канал. В общем, спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам было интересно и познавательно. Сегодня у нас была на обзоре бритва Enchain Mocha S. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.